Что находится внутри черных дыр? Как там ощущается пространство и время? Я расскажу вам невероятные факты, от атмосферы внутри до того, что черная дыра делает со всеми объектами, которые в нее попадают. А наконец оставил самое волнующее. Когда наша планета должна столкнуться с одной из дыр, по прогнозам ученых, что тогда будет? Что такое черная дыра? Но давайте буду идти по порядку. Что вообще такое черная дыра? И да, это действительно не объекты в обычном понимании этого слова, а уникальные области в структуре пространства-времени. Они обладают такой сильной гравитацией, что даже свет, движущийся со скоростью около 9792 километров в секунду, не может покинуть их пределы. Это делает их невидимыми и трудноизучаемыми, так как они не излучают свет или какие-либо другие виды электромагнитного излучения, которые мы могли бы наблюдать. Название «черная дыра» действительно условно. Если рассматривать их с точки зрения астрономии, они больше похожи на сферические области, границы которых мы определяем как горизонт событий. Это невозвратная граница, за которой скрыто все, что попадает в черную дыру. Касаемо состава, тут тоже много заблуждений. Многие думают, что черная дыра сформирована из материалов, из которых состояла звезда до коллапса, водорода, гелия и других элементов. На самом деле, материя в черной дыре настолько сжата гравитационными силами, что привычные нам атомные и субатомные структуры перестают существовать. Черная дыра – это сгусток гравитации, формируемый плотностью ее массы, и именно это создает ее невероятно мощное гравитационное притяжение. Таким образом, хотя мы и используем термины вроде «материя» или «состав» при обсуждении черных дыр, на деле эти понятия теряют свое обыденное значение. Черные дыры не состоят из материи в ее обычном состоянии. Они являются скорее радикально сжатыми зонами, где гравитационные силы модифицируют саму ткань пространства-времени. Это зона, где не работают никакие законы физики и материи, которые есть у нас на Земле. Появление черных дыр. Но как появляются такие сгустки гравитации? Процесс формирования черной дыры начинается со взрыва ядра массивной звезды. В период своей активной жизни звезда остается в устойчивом состоянии за счет сложного баланса между гравитационным сжатием и термоядерным давлением от реакций в ее недрах. Водород, основной топливный элемент, через цепочку реакций превращается в более тяжелые элементы – гелий, углерод и так далее, до железа в случае самых массивных звезд. Эти реакции высвобождают огромное количество энергии в виде тепла, которое помогает компенсировать потерю энергии через излучение и звездный ветер, поддерживая высокое давление и препятствуя сжатию звезды под действием ее собственной гравитации. Однако, когда термоядерное топливо в ядре иссякает, этот деликатный баланс нарушается. Звезда теряет способность поддерживать необходимое внутреннее давление и начинает сжиматься под воздействием своего собственного гравитационного притяжения, ведущего к появлению черной дыры. Масса звезды определяет ее дальнейшую судьбу после окончания термоядерного горения. Звезды размером с наше Солнце, или чуть больше, обычно обречены стать белыми карликами. В этих условиях сжатие звезды останавливается за счет давления вырожденного электронного газа, и она просто тускло горит. Если же масса звезды превышает этот предел, она может пройти через стадию нейтронной звезды, где сжатие останавливается уже давлением вырожденных нейтронов, и в случае еще большей массы коллапсировать в черную дыру. Кроме того, в центрах галактик черные дыры могут формироваться и другим путем. В результате коллапса огромных облаков газа и пыли, а также звездного вещества. Эти процессы порождают сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы и миллиарды солнечных масс. И да, они раскиданы по космосу, как настоящие мины, способные уничтожить все, что меньше их размера. Из чего состоит черная дыра? А видели, как выглядят черные дыры в фильмах? Но что внутри у нее и из чего она состоит? Фотонная сфера черной дыры – это уникальное место, где гравитация настолько сильна, что даже свет, который обычно передвигается прямолинейно, начинает вращаться вокруг черной дыры, как машины на кольцевой развязке. Представляете? Это происходит потому, что гравитация черной дыры искривляет пространство настолько, что световые лучи
Вместо того, чтобы улететь прочь или упасть в черную дыру, вынуждены следовать по круговой орбите. Если бы человек оказался на орбите в фотонной сфере и посмотрел вперед, он бы увидел свет, идущий сзади, по сути, свой зад, что кажется абсурдным и невозможным в обычном мире. Горизонт событий черной дыры – это граница, после которой начинается зона, из которой невозможно вырваться. Именно то, что мы видим в фильмах – края огромной черной воронки. Если что-либо пересекает эту границу, будь то космический корабль или свет, оно не сможет вернуться назад, так как для этого потребуется превысить скорость света, что невозможно по законам физики. Внутри горизонта событий все пути ведут только в одном направлении – к центру черной дыры, к сингулярности. Это как попасть в бездонный колодец, стены которого скользкие и ведут только вниз, без шанса зацепиться или выбраться. Сингулярность. И что же из себя представляет сингулярность? Это центральная точка внутри черной дыры, где сосредоточена вся ее масса, фактически сердце, которое и удерживает все вокруг. В этом месте плотность становится бесконечной, а гравитация настолько мощной, что даже время начинает вести себя иначе. Законы физики, которыми мы руководствуемся в обычной жизни, здесь уже не действуют. Представить себе, что происходит в сингулярности, можно только если представить место, где пространство и время перестают быть тем, чем мы их знаем, и складываются в нечто совершенно другое. И, как вы можете догадаться, процессы, происходящие там, просто невозможно изучить. Есть теории, что через сингулярность можно было бы попасть в другую вселенную или переместиться во времени, но это пока что находится на грани фантастики и далеко от понимания современной науки. И да, многие ученые склоняются к версии, что это вполне возможно. Почему не стоит лететь в черную дыру? Но почему нельзя отправить какой-то зонд или экспедицию? Что вообще произойдет, если попасть в черную дыру? Лететь к ее центру – наверное, не самая удачная идея, если вы цените свою жизнь. Но давайте представим этот сценарий. Изначально черная дыра предстанет перед вами как черный, неизмеримо глубокий круг на звездном фоне. Это явление возникает из-за гравитационного линзирования. Черная дыра искривляет проходящий мимо свет, визуально искажая все, что находится за ней. По мере приближения этот круг начинает обретать объем и становится заметно сферическим, а искажения пространства вокруг усиливаются. Если за черной дырой находится звезда, она может появиться как бы вокруг черной дыры, образуя эффект звездного пончика. Зрелище столь же красивое, сколько и пугающее. Теперь о возможных сценариях. Если черная дыра сверхмассивная, вы теоретически можете преодолеть горизонт событий без немедленных разрушительных последствий. В такой дыре сила гравитации распределяется настолько равномерно, что приливные силы не будут слишком сильны, пока вы не приблизитесь к самой сингулярности. Но я бы подумал дважды, прежде чем продолжить путь в такое место. Если же черная дыра меньше и масса ее сосредоточена в более компактном объеме, то приливные силы станут вашим врагом гораздо раньше. Это явление называется спагеттификацией. Объект, приближающийся к черной дыре, испытывает такое сильное различие в гравитационном притяжении между ближайшей к дыре и дальней от нее частями, что начинает растягиваться. В худшем случае это растяжение может превратить любое материальное тело, в том числе и человека, в длинную тонкую струю, как несчастную итальянскую спагетти, вытянутую из кастрюли незадолго до того, как она окажется на тарелке. Жуть, да? Как это выглядит со стороны? Итак, ваше тело стало напоминать спагетти, и чем ближе вы будете к центру, тем сильнее тело будет вытягиваться. В итоге это приведет к тому, что вы будете растянуты и разорваны на элементарные частицы. Ваше приключение закончится в тот момент, когда вы полностью распадетесь. Поэтому нет смысла посылать даже оборудование, оно просто не сможет ничего передать. Сценарий для наблюдателя, оставшегося снаружи, будет выглядеть еще более странно. С его точки зрения, вы будете приближаться к черной дыре все медленнее и медленнее, и в конце концов окажется, что вы полностью остановились на горизонте событий. Это происходит из-за того, что время вблизи горизонта событий течет иначе из-за экстремальной гравитации. Свет, отраженный от вас, станет краснее и тусклее, пока не исчезнет совсем. Это последствие красного смещения, вызванного сильным гравитационным полем. Вы десятки лет будете висеть там и светиться, хотя от вас уже ничего не осталось, кроме простейших частиц.
Да уж, я бы точно не записался в такую экспедицию. Земля в черной дыре. А если предположить, что мы и так уже находимся внутри черной дыры? Теория, что наша Вселенная может быть уже внутри, является одной из самых захватывающих и спорных идей в современной космологии. По этой модели наблюдаемая Вселенная соответствует внутреннему пространству черной дыры, а радиус Хаббла, определяющий пределы видимой части Вселенной, совпадает с радиусом Шварцшильда, границей, за которой начинается горизонт событий черной дыры. Эта гипотеза предполагает, что вся масса Вселенной сжата до такой степени, что находится в состоянии, схожем с состоянием вещества внутри черной дыры. Расширение Вселенной, которое мы наблюдаем как ускоряющееся движение галактик друг от друга, в этой модели трактуется как движение внутри черной дыры, где все падает к ее центру с ускорением из-за гравитационного притяжения. Идея о том, что Большой взрыв — это начало коллапса материи нашей Вселенной внутри радиуса Шварцшильда, предполагает, что начало нашей Вселенной можно описать не как взрыв во внешнем пространстве, а как процесс коллапса внутрь. В такой модели искривления пространства-времени черной дыры создает структуру, напоминающую горло, которое в теории может соединять нашу Вселенную с другими областями пространства-времени или даже другими вселенными. Звучит как хорошая фантастика, правда? Однако стоит отметить, что на сегодняшний день этот подход остается лишь теорией, требующей дополнительных исследований и экспериментального подтверждения, и многие ученые относятся к нему скептически из-за его радикальности и трудностей в проверке. Это белые дыры. А слышали про белые дыры? Это еще одна из наиболее загадочных и спорных концепций в теоретической физике, представляющая собой своего рода зеркальное отражение черных дыр. В отличие от черных дыр, которые поглощают все, что попадает в них, белые дыры, согласно теории, являются источниками материи и энергии, из которых ничто не может войти, но из которых может выходить материя и излучение. Эта концепция возникает из тех же уравнений общей теории относительности, что и черные дыры. Однако большинство ученых считают белые дыры чисто гипотетическими объектами, поскольку до сих пор не существует надежных наблюдательных данных, подтверждающих их существование. Тем не менее, теоретическое существование белых дыр приводит к интересным следствиям, таким как возможность существования червоточин, космических туннелей, способных соединять различные области пространства-времени. Червоточины могли бы теоретически использоваться для путешествий на большие расстояния через космос или даже между различными вселенными. Они представляют собой своего рода туннели в пространстве-времени, которые могут сокращать расстояние, делая возможным прыжок из одного конца космоса в другой за считанные моменты. Однако, как уже упоминалось, белые дыры остаются гипотетическими. И способы их образования, насколько известно, могли быть связаны только с космическими событиями, происходящими сразу после Большого взрыва. Израильские астрономы Алон Реттер и Шломо Хеллер предложили интересную гипотезу, связывая аномальный гамма-всплеск GRB 0,60614 с проявлением белой дыры, который они называют «маленьким взрывом». Считается, что белые дыры могут появляться и мгновенно распадаться, испуская при этом огромное количество энергии, напоминающее миниатюрный большой взрыв. Квантовая гравитация также предлагает теорию, что черные дыры со временем могут трансформироваться в белые, что оставляет открытыми множество вопросов о природе этих таинственных космических объектов. Может ли Землю поглотить черная дыра? Черные дыры часто сравнивают с огромными космическими пылесосами, поглощающими все на своем пути и не выпускающими ничего обратно. Хотя они не излучают свет и поэтому не видны напрямую, мы можем наблюдать эффекты их присутствия по воздействию на окружающее пространство. Когда материя приближается к черной дыре, она ускоряется и нагревается, испуская мощные потоки света, что дает астрономам ключ к определению местоположения черных дыр. Кроме того, черные дыры влияют на орбиты звезд поблизости и могут искажать проходящий мимо свет. Существуют черные дыры звездной массы, образующиеся после коллапса массивных звезд, которые могут быть в сотни раз тяжелее Солнца, но их радиус составляет менее 300 километров. Несмотря на свою массу, такие черные дыры не представляют большой угрозы для Земли из-за своих размеров и расположения.
Им просто не хватит начальной гравитации, чтобы засосать всю планету и перемолоть ее, доставив до сингулярности. Но есть нюанс. Существуют еще и сверхмассивные черные дыры, висящие в миллионы или даже миллиарды раз больше массы Солнца, которые находятся в центрах большинства галактик, включая Млечный Путь. Они существенно влияют на структуру и эволюцию галактик. Но не пугайтесь. Наша Солнечная система обладает стабильной орбитой и вращается вокруг сверхмассивной черной дыры на безопасном расстоянии. Вероятность столкновения Земли с черной дырой крайне мала. Однако в теории такое могло бы произойти в результате космической катастрофы, такой как будущее столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеда. Несмотря на потенциально разрушительный характер черных дыр, они играют ключевую роль в формировании галактик и, возможно, даже в рождении новых звезд, что делает их не просто космическими антагонистами, но и важным элементом в структуре нашей Вселенной. А что вы думаете, можно ли использовать черные дыры для путешествий во времени? Или лучше к ним не приближаться? Пишите свое мнение в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете делать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр!